Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о планшете под названием Xiaomi Mi Pad 6. Притом это глобальная версия планшета, на китайскую версию обзор я не делал, я делал обзор только на Mi Pad 6 Pro. Что здесь изменилось за 2 года кратко? У нас же был Mi Pad 5. По большому счету не так и много, но мы прибавили 200 с лишним тысяч баллов в Antutu, эта штука выбивает уже почти 800 тысяч. Если говорить о стоимости, то она практически не поменялась. Если говорить о материалах, здесь теперь у нас металлическая спинка, и это уже хорошо. Экран классный, 4К 30 FPS основной модуль снимать может. Субфлагманский процессор Snapdragon 870, правда ему уже не 1 год, прямо скажем. И если говорить в целом, планшет уже себя хорошо зарекомендовал, потому что сильно от 5-й версии он и не отличается. Оболочка плюс-минус такая же, есть в продаже клавиатура оригинальная под этот Mi Pad, это всегда хорошо. Есть стилус оригинальный и уже 1-й и 2-й версии. И в целом, если вам нужен планшет именно от Xiaomi и у вас нет Mi Pad 5, это великолепный выбор, сейчас узнаете почему. Смотрим. Перейдем к распаковке. Поставляется данный планшет стандартно в белой коробке с названием и краткими характеристиками модели, что стандартно для Xiaomi. Упаковано все отлично и надежно, даже если будет какая-то проблема с пересылкой, думаю, все дойдет точно. В комплекте мы имеем сам планшет, краткое руководство, кабель с USB-A на Type-C, блок питания на 33 Вт. Напоминаю, что в Pad 6 Pro шел блок питания на 67 Вт, а в 5-м паде был блок на 22,5 Вт, хотя особо это сильно на скорости зарядки не отражается. На руках у меня, повторяюсь, глобальная версия планшета, китайскую версию я не обозревал. Габариты планшета 253 на 165 на 7 мм, весит он 490 граммов. Летим дальше. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band в 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться с колоколом, подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всегда всего полезного. И еще напоминаю, что разыгрывается смартфон Honor Magic 5 Ultimate по условиям в описании. Перейдем же к планшету. Приобрести данный девайс можно в темно-серой, голубой, золотистой расцветке. Голубая, к слову, выглядит как серая. Дизайн планшета такой же, как у Pro версии, корпус матовый и выполнен он здесь уже из металла, хотя в 5-й версии рамка была из пластика. Качество сборки отличное, материалы на свою стоимость. В руках держать его удобно, печатать в вертикальном положении планшета можно, но не всегда удобно из-за габаритов. Грани прямые, но ладони не натирают даже при длительном использовании. Тыльная часть не особо маркая, отпечатков пальцев на ней практически не видно. На корпусе расположена кнопка питания, к сожалению, без сканера отпечатков пальцев. Качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.2 Gen 1, 5 гигабит с поддержкой функции DisplayPort Alt Mode, но MHL здесь нет. Что это значит? Вы не сможете с него стримить в Твиче в линию, либо не в Твиче, а просто через карту захвата. Есть 4 микрофона, 4 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos. Звучание здесь приятное, громкое, но лично, как по мне, оно хуже, чем в планшетах от Яблока и даже слегка хуже, чем OnePlus-овский планшет и Oppo Pad 2. При достановке звучание на борту, как и кастомный эквалайзер. Аудиокодеков на борту немного, но стандартные на борту. Разговаривать по видеосвязи через мессенджеры довольно удобно. Микрофоны отрабатывают по мне отлично, звучание четкое и хорошее. Вибромотора нет, как и мини-джека, и нет ИК-порта, за что минус. Далее, планшет поддерживает фирменную клавиатуру и стилус Xiaomi Smart Pen Gen 2. Стилус я покупал вместе с Mi Pad 6 Pro, крепится он к торцу планшета, ко всему можно настроить его работу, как и работу клавиатуры, но все это дорого, прямо в прямом смысле. Оригинальная клавиатура и карандаш дорогой. С другой стороны, сам планшет стоит дешевле, чем клавиатура от Яблока для 11 Pro, поэтому смотря как смотреть. Xiaomi Mi Pad 6 оснащен IPS-дисплеем на 11 дюймов с разрешением 2880 на 1800 пикселей с защитой Corning Gorilla Glass 3 версии. Рамки у планшета небольшие, имеется поддержка Dolby Vision, HDR10 и даже технологии MEMC. Экран имеет широкую цветовую гамму DCI-P3, сертификацию TUV Rainland Low Blue Light и режим защиты глаз. Плотность пикселей 309 ppi, яркость 550 нит. При прямом попадании света в солнечный день яркости не хватает, но в целом пользоваться планшетом даже на улице можно. Автояркость отрабатывает корректно, частота обновления
обновление экрана максимум 144 Гц, но понятно, что вы мало где их получите. Также на выбор есть 90-60 Гц и автоматический режим с 7 уровнями регулировки. Мультитач есть и на 10 касаний экран откликается спокойно. Углы обзора неплохие, не такие, конечно, как у AMOLED экранов, но в целом для повседневного использования данного экрана хватит. В настройках есть функции для персонализации экрана, все как у всех. Можно все сделать под свои предпочтения, можно отрегулировать цветовую температуру, персонализировать интерфейс, а также воспользоваться ПК-режимом и разделением экрана. Можно разделять его на две части, открывать приложение поверх другого приложения, комбинировать можно до 4 приложений одновременно, разблокировать экран можно стандартными видами разблокировки, а также распознаванием лица. Биометрические данные можно завести до 2 лиц, что удобно. Срабатывает распознавание лиц корректно даже под небольшим углом, как в вертикальном положении планшета, так и в горизонтальном. Это не про безопасность, то есть мы прекрасно понимаем, что тот же отпечаток был бы безопаснее, и прекрасно понимаем, что это не Face ID. Все на тоненького. Лучше паролем блокировать, хотя бы графическим. Процессор здесь установлен старенький, Qualcomm Snapdragon 870, и можно долго танцевать и рассказывать, что он тащит все, но ему уже несколько лет, хотя когда-то это было супер-субфлагманом, самым, кстати, удачным первым субфлагманом на моей памяти. Здесь техпроцесс 7 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,2 ГГц, графический процессор Adreno 650, интерфейс на данный момент MIUI Pad 14 на базе Android 13 версии, потом обновы, разумеется, будут прилетать. Это, к слову, почему покупать 6-й пад, а не 5-й, когда они почти похожи. Потому что у вас поддержки будет минимум на 2 года больше. Система работает быстро и без микрофризов, оперативная память LPDDR5. Здесь уже у нас следующее поколение, в паде 5 была старее память оперативная и доступна на выбор 6 или 8 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128 или 256 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, Bluetooth версии 5.2, все не последнее, есть у нас и Wi-Fi 7, и Bluetooth 5.3 и 5.4, которые пока никуда не запихивают, но здесь все экономно. NFC, разумеется, не поддерживается, GPS навигации нет, это тоже плохо. Емкость аккумулятора стала на 120 мАч больше, чем в 5-й версии, 8840 мАч. Xiaomi Mi Pad 6 поддерживает еще и быструю зарядку на 33 Вт и технологию Quick Charge версии 4, Power Delivery версии 3.0, MIFC версии 1.0, и заряжается он от 0 до сотки у меня иногда за час 25, иногда за час 30. Если говорить о расходе, то в YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi уходит у меня в среднем 12% заряда. Вот так. В играх с одновременным стримингом на Твиче в час уходит от 20 до 22%. В играх просадка по FPS есть, но в пределах нормы. В Genshin играть даже не на высоких настройках графики не особо приятно, а с более легкими играми проблем вообще никаких нет. Хотя, с другой стороны, планшет греется хоть и не сильно, но яркость сбрасывает на 30% практически через 15 минут даже в PUBG. Плюс он отказался у меня на Твиче выводить картинку в 1080p, хотя железо вроде бы позволяет и линия тоже позволяла. У меня получилось стримить только в 720p. Запись теста в играх вы можете посмотреть на лайв-канале, уже выгружено. В течение часа я его гонял в 2 разных игрушках, там все понятно. Перейдем же к тестам. В игровом режиме тротлинг тест проходит стабильно. 251 гипс минимум, максимум 291 и в среднем 268 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. Без игрового режима 229 гипсов минимально, максимум 315 и в среднем 266 на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6, сколько он выдает в сингл-коре и мультикоре, вы видите. 3D Mark показал Wildlife 3602, Wildlife Extreme 840, Wildlife Stress Test 3529, Wildlife Extreme Stress Test 1022, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. В Antutu планшет выдал результат 797 тысяч попугаев, Storage Test показал скромные 48 тысяч. Стресс-тест он проходил со 100% заряда практически до 5%, и он прошел их максимально плохо. Отмечу, что в режиме Game Space устойчивость стабильности не только становится куда лучше, что заметно по тестам, но это уже другая история. Почему я должен включать какой-то гейм-режим, если мне необходима стабильная работа планшета? Может, они на яблоко обратят внимание? Там никаких гейм-режимов нет. С тыльной части у нас здесь расположили основной сенсор на 13 мегапикселей OmniVision с апертурой 2.2 и LED-вспышкой. Все ультра скромно. Хотя запись видео доступна в максимальном разрешении вроде бы приличном. 4К 30 FPS. Фронталка на 8 мегапикселей с неплохим углом обзора. Максимальное разрешение для съемки у него 1800p 30 FPS. С цифровым стабом различных режимов вспомогательных функций на борту немного, но стандартные на борту. Качество фото и видеосъемки значительно хуже, чем в версии Pro, так как сенсоры у Pad 6 стоят хуже, но при этом подобного качества, как для планшета, в принципе, я считаю, достаточно. Вряд ли вы будете его таскать, чтобы что-то снимать. Короткие примеры вы сейчас увидите. Так, у фронталки лучшее разрешение — это 1080p 30 FPS. Вот так вы сможете себя снимать с одной руки.
Разумеется, долго вы снимать себя не сможете, но это с одной стороны. С другой стороны, а чего вам еще надо для того, чтобы разговаривать, допустим, по планшету, правильно? Как хорошо работают микрофоны, вы слышите. 4К 30 FPS, как вы могли заметить по подсъему, что здесь есть направленный микрофон, помимо направленного микрофона. К сожалению, 4К 60 FPS здесь нет, только 30 FPS. Цифровой зум работает довольно быстро, X6 абсолютно бесполезен, как практически и везде. И по поводу стаба вы видите, как он отрабатывает. Можно ставить на паузу, можно делать фотографию, параллельно можно останавливать, разумеется, съемку. И вот так вы сможете снимать на этот планшет. Довольно резко все, ну а еще, вот смотрите, вот сейчас, кстати, интересный тест стабилизатора. Видите, как я плавно стараюсь влево-вправо опускать углы. 4К 30 FPS, по фото максимум X10, разумеется, оно бесполезно. Ну и это 4К, оно такое себе. Во всяком случае, смотря на планшете, я вижу, что и автофокус прыгает, и с освещением беда, хотя свет, конечно, противный, рассеянный. Вот так какие-то объекты в движении на скорости где-то 50 км в час вы сможете снимать. Довольно, кстати, наверное, неплохо, но надо смотреть на большом экране. Потому что то, что я сейчас вижу, не факт, что отражает реальность. Те же условия, 1080p 30 fps, позади меня печаль. Но если убрать лицо, и камера фронтальная будет снимать только то, что надо, как говорится, то все более-менее. Вот так вы сможете снимать окружающую действительность. А потом себя, а потом действительность. 4К 60 FPS, 30 FPS, и технически эта штука стоит 200 тысяч рублей. Это тоже. 4К 30 FPS и десертики. Съемка в ТЦ, 4К 30 FPS. Фиксирую. Видите, какие шумы. Планшет — это всегда планшет, какой бы здесь ни был модуль. Дыхание такое у автофокуса, просто дыхание. Не понимаю, что здесь происходит и почему его привели куда-то, где он не просто снимает. Что-то от него хотят. Сложное освещение для этой камеры. 4К 30 FPS. Дошики. Не так их и много, но они все адские. Просто адские. И немного фронталки в магазине. Роллинг шаттера нету. Так что если вы захотите вот так вот с кем-то созваниваться, все будет хорошо. 4К 30 FPS и очки по 280 рублей. Угла, конечно, не хватает, и есть ощущение, что какой-то зум. Хотя зума нет. То есть вот сейчас рука моя на расстоянии от планшета сантиметров 30. Ощущение такое, как будто вплотную. 4К 30 FPS, пример работы камеры. Ужасное освещение, как вы понимаете. И давайте на 1080p переключусь. 1080p 60 FPS, и я думал, что станет лучше после 4К, но я бы сказал, что стало намного хуже. Я думаю, что вы это видите. Если встать, может быть, будет неплохо. Если говорить о съемке ночью, то она, прямо скажем так, себе, правильнее сказать, практически нулевая. Минусы: нет GPS-навигации, нет мини-джека, нет возможности расширить память, вставив карту памяти, нет MHL, нет поддержки сим-карт, нет вибромотора, хотя в некоторых планшетах он все-таки бывает. Мало яркости экрану, нет разблокировки с помощью сканера отпечатков пальцев и нет светового индикатора. Это уже прямо из хотелок, но все равно хотелось бы. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео во время распродаж, как всегда у Xiaomi, а это скорее всего сегодня и ближайшие пару дней. Все очень хорошо и цены очень приятные, еще подарков будет много. Если у вас Mi Pad 5 нет, то очень советую посмотреть на эти ценники. Не забыть применить промокоды. К слову, в телеграм-канале скидок они уже есть. Или купоны, если промики отменят. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. По ссылкам в описании. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо за просмотр. Ну и резюмировать я бы, разумеется, хотел на сам планшет. Напоминаю, что у нас здесь направленный микрофон. И по большому счету, как был Mi Pad 5 бестселлером, так и Mi Pad 6 будет точно бестселлером.
размером. У него есть вспышка, у него есть классный экран, да, он сбрасывает 30% яркости в той же игре, допустим, но ее в целом хватает, это не какие-нибудь там 200 кандел. Если говорить о съемке, она мракобесная, вы сейчас это видите, но по большому счету, а что вы хотели в планшете с таким размером экрана за 28 тысяч рублей, 29 сейчас он на распродаже. Да, потом ценник будет, скорее всего, 35, учитывая безумный курс, но в целом, учитывая, сколько в долларах эта штука стоит, это нереально классный планшет. Если у вас нет Mi Pad 5, если вы хотите планшет эконом-класса, то милости прошу, лучшего, наверное, на рынке и нету. Здесь у нас и русский язык, и, в принципе, никаких других каких-то особых недостатков здесь нет. Опять же, это мое субъективное мнение. Почему они ничего не поменяли в большом объеме? Наверное, потому что не хотели высокой стоимости. Я, допустим, Y900 купил Lenovo на OLED-овском экране, там какие-то космические деньги, 100 тысяч. Я приобрел сейчас Lenovo Y700 2023 года, скорее всего, уже тоже на распродаже. Но все это дороже, и у всего этого есть какие-то минусы. В основном то, что это не глобальные версии. Здесь эта штука, скорее всего, будет послезавтра у нас в магазине. Вы сможете ее пощупать, потрогать, посмотреть. Поэтому от меня девайсу, несмотря на все недостатки, однозначно да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.